Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, приветствую вас. Второй прогноз. Кармический 2026 год. Давайте с вами узнаем, что ждет или чего ждать, какие события идут на ваш порог, что нового войдет в вашу жизнь, что вам будет помогать, что идет, да, или кто идет. Просмотрим эмоциональную сферу и неожиданности, которые, возможно, изменят вашу жизнь, а то и вас самих. И останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории, увы, не расскажет. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. А планетарные транзиты Урана и Сатурна, я должна об этом сказать, все-таки кармический у нас на самом деле год. Так вот, планетарные транзиты Урана и Сатурна как минимум до июля, скорее всего, нам напомнят какую-то прежнюю конфигурацию или будут связаны с событиями из прошлого. Словно две планеты попросят нас навести порядок в тех вопросах, где мы либо подзастряли, либо мы топчемся на месте, словно сомневаемся, будут помогать закрыть изрядно надоевшие темы, вопросы, расставить логические точки в волнующих историях. И в этом тоже уже я вижу благо. Ну и, конечно, то, что, знаете, как новый способ мышления. Здесь очень быстро будут развиваться технологии, причем они достаточно быстро войдут в нашу реальность. Мы уже сегодня видим, да, и искусственный интеллект. Но это будет, наверное, семимильными шагами именно в нашу реальность, мои дорогие, входить. Поэтому впустите перемены. А мы идем с вами дальше. И первая карта. Так что ж там нового идет в вашу жизнь и войдет таки в вашу жизнь? Что завершится или что вы завершите сами? Важное событие или чем вам запомнится 2026 год? Эмоциональная сфера вашей жизни или кто идет в вашу жизнь и что будет продолжаться? Неожиданности, которые, возможно, изменят вашу жизнь, а то и вас самих. Что вам будет помогать, что ждет, да, как в помощи, и что вам может помешать, к чему быть готовому. Кармический совет. Вот такую карту с вами достанем. И давайте будем узнавать, так что ж там нового идет в вашу жизнь. Ух, харизматичный лидер. Здесь может быть конкретный человек, ну, может быть, какие-то контакты. Это может быть как смена руководства. Но вообще карта вам приглашает на себя примерить такую роль харизматичного лидера, когда наши желания осуществляются, причем когда мы строим, может быть, карьеру, меняем статус, меняем личную жизнь. Я, конечно, допускаю, что это новая какая-то персона, с которой будет связана именно новая концепция вашей жизни, может быть, и по работе, кстати, или по заработкам. Это могут быть люди, рожденные под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеющие там асцендент. Но, может быть, это уже есть такой человек в вашей жизни, да, ну, пусть, к примеру, это личной жизни касается, то тогда это может быть смена статуса или по работе, но, может быть, с таким человеком у вас продолжится взаимодействие. Здесь сама по себе какая-то новая идея. Или когда мы можем меньше работать, а больше командовать. Вот правда, потому что я ведь часто говорю по этой карте, что да, лидер харизматичный, но он тебе помогать не будет. И нам-то вот самим тоже ведь, вот вам, мои дорогие скорпионы, предлагает эта карта примерить на себя образ харизматичного лидера. Когда вы, ну, может быть, и не давить своим авторитетом, потому что это и вдохновитель где-то тоже, потому как он умеет зажечь, да, коллектив энтузиазмом, может быть и так. И для кого-то это будет важно услышать, кто планирует свой бизнес, может быть, организовать или свое личное дело. Ну, давайте мы достанем дополнительную карту. Что нового идет в вашу жизнь? Что, мои дорогие скорпионы, идет нового? А вы чему-то учиться будете? И одновременно мы как сдаем экзамен. Может быть, буквально. Это какое-то новое направление, которое вас интересует, и вы словно сядете за парту. Но это так условно. В век технологий вы можете обучаться, мы можем из дома, правда, онлайн какое-то обучение. Может быть, для вас будет необходим какой-то документ, сертификат для того, чтобы
вы какую-то свою мечту исполнили. Может быть, это связано с поездкой, с переездом или получением каких-то категорий, званий или построения карьеры. И по тройке Пентаклей это работа в команде. Это вообще раскрытие собственных талантов. Вот вы раскрываете свои таланты. Я где-то об этом говорила. Вас явно тут что-то новое заинтересует. И мы вот это изучение, мы не просто, знаете, ради любопытства проводим, а потому что вот приобретенные знания, наш какой-то опыт мы можем соединить воедино и получить финансовый эквивалент. Вот так, что нового идет в вашу жизнь. Ну, где-то это вы сами, а для кого-то может быть и пара. Личная жизнь, да. И не важно, что у нас королева чаш, и тут это именно королева, а король жезлов. Мы по полукарту не рассматриваем, правда это? Но как ваш партнер, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Может быть, это какие-то и прежние отношения, которые вам придется на новый статус перевести. Вполне такое вероятно. Но и королева чаш – это карта любящего человека. Я тут вижу, что все-таки изменить свою личную жизнь вы явно можете. Единственный момент, если по королю жезлов, вот я, как я уже обмолвилась, помогать нам не будут, но могут увлечь, зажечь вот этим энтузиазмом или огнем, или какой-то идеей. А королева чаш, ну, есть такая трактовка, когда, ведь это карта любящего человека, но это, знаете, эта карта еще в некоторых колодах прописана как альтруизм. И вот это тот альтруизм, который, знаете, или та, которая через этот альтруизм способна долго ждать, то есть до какого-то самопожертвования. Этот альтруизм может доходить, но вот этого, наверное, не нужно. Может быть, это вы будете некоторые грани в самом себе, как перенастраивать, какие-то внутренние настройки менять. Вот я тут больше, конечно, вижу, что это вы словно, может быть, из какой-то сложной ситуации выходите, именно потому что, может быть, и надоело. Надоело какое-то самопожертвование. И вы превращаетесь вот в этого харизматичного лидера. Хотя я не исключаю, что это у кого-то пересмотр отношений. Мы все разные. Ладно, давайте. А что же у вас завершится или от чего вы откажетесь сами? Да какое-то ожидание. Или какая-то прежняя история. В колоде Чиро Маркетти Таро снов есть такое. Чиро Маркетти прописал: ты сделал все, что мог. Вот в какой-то области, в какой-то теме, мои дорогие, вы себе скажете: все, баста, я сделал все, что мог, или сделала все, что могла. Ну, зачем себя мучить? Зачем повторять какой-то уже, ну, до чертиков надоевший сценарий? Тут как будто нам нужно выйти из этого забора искусства мелких шагов. Но за это время, может быть, каких-то очень больших сложностей, препятствий, барьеров, мы как будто сумели накопить силы. Самое время выходить, как будто, да? А впереди нам говорит девятка, тем не менее, перемены. Что еще завершится, чего это касается? Какое-то ожидание у вас закончится по умеренности терпения. Может быть, я говорю, надоело, да? Заканчивается вот, понимаете, это как открываются глаза, и мы понимаем, что, может быть, да, у кого-то словно шел не туда, или долго ждало пустое ожидание, это все как-то вылилось. И вот теперь самое время полный вперед, мои дорогие. И я вижу именно так. Ладно, давайте откроем следующую карту. Важное событие. Или чем вам запомнится 26-й год. Вы можете узнать какую-то тайну, я этого не исключаю. И я не исключаю, что вы можете знать тайну о ком-то, знаете, как семейная тайна, ну, может быть. Ну, просто вы, может быть, не знали, вам не говорили. Но ведь это карта интуиции, это карта независимого человека, который умеет находиться в тени, как серый кардинал. И действовать, ну, может быть, вот так вот незаметно. Но для вас это, мои дорогие, по сути дела, это где-то ваш успех. Потому что в чем ваш успех? Ну, вот действовать, наверное, как серый кардинал и хранить где-то молчание. Потому что ведь эта карта именно подразумевает, что мы не торопимся с кем-то соглашаться. Мы словно изучаем какого-то человека, прежде чем доверять, например, да, или с ним соглашаться, или мы наводим какие-то справки. Почему нет? Тут вот какая-то тайна, вот у вас тайного ничего не должно быть, и вам интуиция дает правильные подсказки. Так в чем вас ждет успех?
Вас словно пространство учит себе доверять. Вы не раз в течение 2026 года, а чуйка у вас работает как надо, мои дорогие. Мы, знаете, будем слышать очень много ложной информации. Мы будем слышать и достоверную информацию. Поэтому нам придется в плане информационного потока все время что-то перепроверять. И вот слушайте в данном случае не то, что нам говорят, транслируют. Вы знаете, что оно так может и не быть. Или какой-то чей-то интерес будет. А вот все-таки ваша интуиция и из разряда, может быть, даже тех тем, когда мы понимаем, что ну нет, как-то вы можете, как сознание наше, оно для нас иногда своеобразным барьером служит, потому что сознание – это наша привычка. Альтернативные действия – это то, чего мы еще не пробовали. Вот, кстати, вот сразу нам выпала карта колеса фортуны, второй старший аркан. Как будто ты чего-то не знаешь, но интуиция тебе подсказывает правильное направление. И тогда ты как навстречу своей фортуне идешь. Да, баланс держать придется. Вот как эта девушка на цыпочках, волшебный танец на вращающемся колесе. А вот эти, посмотрите, тут завихрения. Предыдущие или нижние три, они там как-то каждая по-своему вращается. А она словно в восторге. Ей нравится. Она поймала этот баланс. Вот вас ждет успех где-то через баланс и то, что вы не отложите на потом. Момент какой-то. Мы не отложили на потом, а мы именно к этому вопросу приступили сегодня. Или мы начали пробовать, мы начали что-то изучать и слушаем интуицию. Где-то молчим. Храните свои идеи, мечты где-то в тайне, может быть и так, пока вы сами с чем-то как минимум не разберетесь. Потому как и вот именно следовать за мечтой или по подсказкам собственной души нас приглашает карта. Потому что в этом где-то ваша фортуна, ваша удача, ваш успех, мои дорогие. Так кто идет в вашу жизнь? Вот ничего себе. Карта Плутона, 13-й аркан, перерождение. Кто-то новый идет. Правда, кто-то новый? Или новые отношения? Вот у кого-то тут, наверное, будет так. Смотрите, то, что было из разряда отношений, когда мы говорим, ну, как двойственные, качелеобразные, да, когда все ничего не меняется, какие-то американские горки, может быть, да, сегодня какой-то подъем, взлет эмоциональный, потом какая-то пауза, и человек исчез в никуда, или не вообще непонятно, что это происходит. Или какие-то еще там сложные отношения. Вот тут вы, скорее всего, будете завершать. Нам, собственно, где-то об этом карты все сказали. Но здесь точно так же для тех, кто один или одна, я вам прямо скажу, новые люди, они, может быть, к вам приходят через изучение, раскрытие талантов, буквально через какие-то курсы. Или когда, может быть, бизнес ваш личный, да, или работа, вы все равно либо строите карьеру, либо вы выстраиваете новые социальные связи, в принципе, впускаете новых людей и наблюдаете пристально за каждым, словно прислушиваясь к интуиции, понимая, что это за человек, зачем он вошел в мою жизнь, потому что это именно возрождение, мои дорогие. Давайте мы посмотрим, кто идет в вашу жизнь. Победа. Ну, тут, конечно, эти 2 карты нам вот я уже где-то обмолвилась, что если были вот эти двойственные отношения, сложные отношения, ну, вы тут можете что-то завершить или, по крайней мере, разобраться. Вместе мы идем, примириться тут тоже есть возможность. Но, наверное, тут у каждого по-своему. А я ведь должна сказать, что кто-то из вас может попросту, мои дорогие скорпионы, словно в 2026 году заниматься именно дела, работы, бизнес. Потому что жезлы – это больше, конечно, победа в этих сферах. Вас там явно ждет какой-то успех, и люди-то, они тоже могут быть новые, в зависимости от ваших вот успехов, от того, ну, как постановка вопроса, чем вы будете заниматься. Потому что прошлое уже как будто там все вы изучили, там вы все поняли. Душа просит драйва, душа просит движения. Но ваш такой позитивный момент, новые люди, вам совершенно несложно будет завоевывать внимание, интерес окружающих. Но, может быть, сложнее делать выбор, присматриваться вот тогда через интуицию, не через глубокое самокопание, а через интуицию это пропускать. Но для кого-то карта будет говорить, может быть, даже у кого-то поездка, переезд,
Что-то, как конфигурация вашей жизни меняется полностью. И, может быть, кто-то меняет работу, кто-то переезжает, и меняется коллектив, меняется общение, как сам по себе социум вокруг вас меняется. Входят новые люди, и, может быть, там какие-то ваши и победы, и в эмоциональной сфере также, а может быть, и в любовной сфере. Я такое допускаю, что будет продолжаться. Ух ты, как у вас карта мир. Ну, как дорога, да, к какому-то финалу. Финал почему? Потому что итоговая карта – это когда у нас все есть. Когда нет ничего невозможного, что будет продолжаться. Это вы будете как продолжать что-то. Может быть, и где-то перемирие с кем-то заключите, потому что это необходимо, да. Вот то, что вы для себя определяете, вы получаете какой-то волшебный итог, мои дорогие. Вы уже в 2026 будете видеть, как и плоды труда своего, или изучение чего-то, или вот эта новая концепция доходов, финансов. И вполне такое вероятно с учетом планетарных транзитов для вас. Но вот этот мир, может быть, даже установить какое-то перемирие с теми людьми сложными, но людьми нужными. Для вас нет ничего невозможного. Скорпиону только стоит захотеть, и победа будет ваша. Ладно, неожиданности, которые возможны, изменят вашу жизнь, а то и вас самих. Королева жезлов. Но у кого-то проиграется неожиданное знакомство, правда. У нас пара. Это может быть и человек. И не важно, что вы это относитесь не, допустим, у нас жезлы выпали, да, а вы в основном это стихия воды. Но вы сами можете, вот да, если мы говорим о какой-то внутренней перезагрузке, трансформации, как стать этим лидером, вам как будто, знаете, подняться над суетой какой-то нужно, мои дорогие скорпионы. Посмотреть, как оно на другой ступени, как жизнь играет другими красками, как будто в новом пространстве, в новой реальности. И оттуда к вам приходят, как и такие мудрые решения, важное знакомство. Я вот только об этом говорила. И вы правда, кто-то может познакомиться. И королева жезлов, она наиболее удачлива, опять же, в работе с информацией, раз, и правильным распределением финансов, это два. Вот я ведь не скажу неожиданности, потому что по королеве жезлов это та, которая уже прошла 1000 неожиданностей. Ее жизнь много раз как будто нагибала и ставила на колени, но она научилась каждый раз подниматься. И теперь вот она мудрая такая, да, она слушает интуицию, она знает, в какие вопросы включаться, а в какие, да ну их, не надо. Поэтому тут я даже для вас неожиданностей особых не вижу. Ваша интуиция, слушайте ее, она вам дает очень правильные подсказки. Но жизнь, именно вы через, как внутреннюю трансформацию меняете, именно вы сами. Позвольте себе быть вот этим харизматичным лидером. Это как раз для вас, мои дорогие. Ладно, пойдем дальше. Что вам будет помогать? Семья, любовь. Финансы, кстати, потому что это карта и финансового благополучия. Решение вопросов по части жилья, мои дорогие. Вот тут как бы фортуна на вашей стороне. Ну, может быть, и в сфере работы, занятости, новых направлений. Все то, что я уже перечисляла, я не буду повторяться. И поэтому в этом где-то вас и ждет успех. Поэтому сказку сделать былью самое время, я бы так сказала, причем в нашей реальной жизни, в материальном мире. А что вам может помешать? Консерватизм, мои дорогие. Только так. Когда мы за что-то хватаемся, пытаемся, знаете, из последних сил удерживать. Ну, вы знаете, что такое уран. Он все равно сломает какой-то шаблон. Сколько ты не удерживай, оно все равно. Вот если, ну, как мы говорим по судьбе, да, вот эти перемены идут, ты только сам застрянешь. Поэтому, вы знаете, если мы пытаемся чересчур, ну, нужно понимать, когда нужно что-то удерживать, а когда нужно отпускать. Потому как король Пентаклей – это великий консерватор. Да, он человек надежный, на кого мы можем положиться. Это люди сделали себя сами, умеют зарабатывать деньги. Но они давят своим авторитетом. Может быть, это конкретно есть такая персона, с которой вам сложно выстраивать общение. Тогда найдите 1001 способ, слушайте свою интуицию,
Может быть, вам и придется так вот отступить полшага назад. Но, по крайней мере, если вам кто-то говорит: "Делай так, не делай эдак", а вы должны сделать по-своему. Я вижу именно так. Именно консерватизм как ваш внутренний, так и может быть человек. У кого-то человек может быть рожден под знаком зодиака стихии Земли. Да, ну, может быть, телец, дева, козерог или имеет там асцендент. Но мы все разные. Мы просто, понимаете, это не значит, что мы исключаем из жизни человека или ругаемся с ним. Да мы просто понимаем, без розовых очков. Ну вот человек рожден такой. В нем есть положительное, но есть и не очень. В каждом из нас это есть, присутствует. Поэтому в зависимости, что там с плюсом, что там с минусом, мы правильную конфигурацию общения только и делов. Давайте карту совет. Но помех-то, правда, нет. Тут больше такой где-то эмоциональный фон. Ну, нам вот об этом говорили. Туз жезлов, это знаете, как я часто говорю, он всегда делит нашу жизнь на период до и после. И все, что мы с вами говорили, с учетом тем более 13-го аркана, тут есть какие-то, может быть, и люди, которые пытаются навсегда уйти из вашей жизни. И вам их надо отпускать, не держать. Придут новые, более интересные, более надежные, может быть, и так. Может быть, мы и привыкли к чему-то, но что поделаешь. У кого-то это может быть как идея, и вы начнете что-то изучать, и обязательно это продолжайте. Вам это будет помогать, потому что это может принести не только вдохновение, радость, восторг, но еще и буквально победу, успех и деньги, мои дорогие. Для кого-то из вас это будет важная новость, которую вы услышите. Я такое тоже для некоторых допускаю. И, может быть, именно от услышанной новости или информации ваша жизнь словно делится на период до и после. Вы на что-то решитесь. А вообще это идет сама по себе какая-то возможность. Вот возможность я вижу не только, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, а чтобы выстроить совершенно другое качество жизни. Именно качество жизни на самом деле очень важно. Как мы себя чувствуем, чего мы достигаем, кто рядом с нами и как мы выстраиваем взаимоотношения, может быть, с людьми сложными, но которых мы не отменим. Поэтому вам нужно вот поверить, вот стать вот этим, наверное, харизматичным лидером на самом деле, как мы говорим в Беларуси, сапраўды. Перекладывайте на себя сапраўды харизматичный лидер. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я вас благодарю за ваши искренние душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку моих каналов. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Читайте мои публикации на моем сайте. Я оставлю все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.